Это будет акрил или масло? Это будет история, вот как у меня с теми работами, когда я угольный рисунок оставляю по большей части. То есть я понял, что пластически мне именно с углем проще всего работать. В плане того, что можно забыть вообще про какую-либо анатомию и увлекаться чисто пластикой. Ну, здесь будет какая-то тоже мифология стоять за этим? Ну, она, да, так или иначе вылазит. Проще сослаться на миф, проще немножко так закамуфлировать свои настоящие подлинные мысли и чувства за такой вот, ну, формально так вот. Это миф, ребят, как бы, вот, а с другой стороны позволяет высказаться действительно как-то так в полной мере, вот, обо всех этих вещах. Все равно нас волнует, все равно, наверное, самые сильные переживания — это взаимоотношения между людьми, между мужчиной и женщиной, там, да и не только. Вот. А тут какая-то уж предельная интимность, которая, чтобы ее вторжение в нее происходило не так уж прям грубо и явно, она немножко камуфлируется какой-то историей с таким налетом мифологического. И личное высказывание камуфлируется под какого-то такого персонажа, на которого переношу чувства, эмоции и вкладываю в него что-то. Такой абсолютный герой-триггер. Это не первая выставка, которую делает куратор Ерещук, Слава. И надо сказать, что это очень такой, очень ответственный художник и ответственный куратор и автор проекта. В нашем союзе художников это такая уже личность, которая себе заявила как вот такой очень самостоятельный, с хорошим почерком собственным, как куратор. Я не говорю о живописи, он прекрасный живописец. История с кураторством, она на самом деле очень интересна, потому что прям так уж называть себя куратором я никогда бы не отважился. На самом деле просто существует какой-то вот мой близкий круг художников, причем, ну, достаточно разный, не то чтобы это прям мой отбор такой вот по вкусу. Вот. С одной стороны, это друзья, с другой стороны, это люди, которые, возможно, как-то просто вот попадают в поле, не очень широкое поле моего видения. И стало интересно вообще тот контекст, который можно подобрать для того, чтобы все мы ужились на одной выставке и вообще немножко задумывались над тем, что мы делаем, как нам самим к нам относиться. Просто интересно найти какую-то историю, вот, чтобы работы абсолютно разные вдруг собрались и рассказали какую-то вот одну общую тему. Вот. Просто интересно, как сложится их вот это вот совместное общежитие такое вот на стене или в зале. Вообще это все интересно. И не интересно именно на уровне даже не организационном, а на уровне того, что, опять же, как и в живописи, вроде бы вот не было ничего такого, вот и вдруг появилась идея, история, и мы все собрались и сделали что-то новое. И опять же,
можно по-разному судить. Для кого-то как бы тот контекст, который несет в себе выставка, то заявленное название, та концепция, кому-то кажется, что это ведет к, ну, вот, общая задача, так вот, это ведет к объединению мыслей в отдельно каждой работе. Но мне кажется, именно интересно создать такую историю, чтобы все работы взаимно обогатились и возникло что-то вот, какое-то поле такое вот вокруг выставки новое, надстройка смысловая, возможно. И работы, помещенные вот в это поле, как бы тоже электризовались и получали свой какой-то вот новый заряд, которого не было вот по отдельности. Следующая выставка, она не кураторская по части именно создания произведений, то есть все произведения будут собраны уже из имеющихся, там, будет молодежная, из разных регионов под названием «Время ждет». Вот. Здесь такой призыв немножко архаичный, не то что там время вперед, а найти свое место вообще вот в нашем времени, проанализировать, какое оно, наше время, посмотреть, может быть, ну там будут работы на условно-исторические темы, о времени вообще. Вот. И, возможно, как «Полночь в Париже», вот там персонажу этого фильма хотелось оказаться на Монмартре во времена модернистов. Вот, возможно, кому-то именно точно так же захочется оказаться в каком-то таком своем временном участке. И здесь вот такой вот способ посмотреть, а в каком нам времени было бы наиболее комфортно существовать. Как вы думаете, вот исторически понятие красоты, оно как-то менялось, меняется? То есть способно ли искусство изменить само понятие, сам стандарт красоты? Или это чисто человеческое, а искусство только бывает красивое и некрасивое? Хотя в пространстве современного искусства такие термины, как эстетическая значимость, там, и красота не очень присутствуют, не очень в ходу, но все равно, если уж говорить об этом, то художники просто, возможно, расширяют границу того, от чего можно получать, ну там, хоть не эстетическое, но какое-то такое другое удовольствие какого-то более высокого порядка. Вот. Кстати, опять же, спойлер, в 2018 году мы подали заявку на выставку, которая так и будет называться «Красота» с восклицательным знаком. Вот. Не то, что прям какая-то пафосная история с возвращением к категории эстетического в современное искусство, но а вообще просто поразмыслить, что же такое красота, что же такое, почему же нас тянет к тем вот визуальным практикам, которые мы так вот ритуализировали и постоянно повторяем из раза в раз, почему до сих пор нас все это притягивает. И в том-то и прелесть, что на самом деле, почему искусство так живо. Да, это иррациональная вещь, и вообще в истории человечества остается только все самое иррациональное вообще, что есть. Ну, по большому счету. И с одной стороны, ну, это так вот, утешительная идея для человека, который занимается практиками вот, все-таки пластическими, да, если все это выдержит испытание временем, то, наверное, это будет считываться как искусство, да. А с другой стороны, может быть, современное искусство тем и ценно, ну вот в каком-то таком вот смысле современное искусство, которое еще не прошла валидацию. Современное искусство, понять ценность которого мы еще пока не можем. То, что еще не вошло в рынок, то, что еще не стало каким-то вот медийным товаром. Вот, что художник, автор, он как бы зачастую отказывается от нарочитого пребывания вот в
в состоянии творца искусства, то есть творца того, что вот на века, то, что вот будет теми далекими археологами будет воспринято как искусство. И это такая вот как бы тоже сильная история, потому что это надо иметь определенное мужество, чтобы вот какое-то там человеческое тщеславие побороть и понять, что это может и сейчас не выстрелить, и это может вообще кануть в лету и никак не быть дальше представлено. Это если следовать вот этому вот такой бинарной оппозиции, предложенной Климентом Гринбергом, авангард и кич, да, то есть возникает авангардное течение, которое захватывает все новые, казенным языком выражаясь, плацдармы для дальнейшего, опять же, казенным языком наступления. Вот. А потом массовая культура все это вот вдруг апроприирует и переваривает. И то, что было вот самым русским авангардом, то, что до сих пор еще человек, когда узнает, что ты как-то причастен к искусству, один из самых распространенных вопросов — это а вот что такое черный квадрат? То есть, и его сила не в том даже, что он волнует до сих пор, зачем он был сделан, вообще искусство ли это, и мой сынишка нарисует лучше, а в том смысле, что и супрематизм, и многие явления, которые были когда-то авангардными, они входят в нашу жизнь, и то ли мы становимся более подготовленными для их восприятия, то ли они как-то меняют наше восприятие и вообще как бы окружающую действительность. Может быть, архитектуры в нынешнем представлении сложно было бы прорасти без вот каких-то находок супрематистов, конструктивистов. Не может быть, а наверняка.